Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас на канале урок под эгидой «Вспомнить все». Это вырезка из прямого эфира. И да, сразу же отвечаю на ваши вопросы. Эти ногти на канале есть, поищите. Мастер-класс на эти ноготочки был у нас на канале. Это была какая-то обзор на распаковку Фиоры, и вот именно там я делала эти ноготки. Я имею в виду мои пальчики на левой руке. Вы, конечно же, будете спрашивать, что это и как это. Итак, сегодня мы с вами будем рисовать акварельными фломастерами. Именно в тот день я их первый раз получила. И знаете, до сих пор я ими восхищаюсь. Очень удобная вещь, безумно удобно ею работать. Ссылочку, где их приобрести, конечно же, оставлю вам в описании. Основное, что вы должны обязательно помнить, это то, что лучше всего акварельными фломастерами рисовать по какой-либо матовой фактуре. То есть, либо перекрытый матовым топом типсик, либо его можно забафить, чтобы поверхность была шершавой и фломастер легче по ней рисовал. Итак, что же мне больше всего нравится во всем происходящем? Обратите внимание на кончик этого фломастера. Он сделан в виде кисточки, и кончиком вполне самостоятельно можно рисовать тонкие линии, потому что он сходится на маленькую тоненькую волосинку. Итак, желтым фломастером мы набросали для себя основу будущих цветочков, красным затеняем со стороны центра. Ставим такие себе маленькие точечки, и потом кисточкой, смоченной в обезжиривателе, будем эти точечки растушевывать. У нас получится плавный переход цвета из красного через оранжевый, потому что красный смешается с желтым и даст оранжевый оттенок, в желтый цвет. Здесь же зеленым фломастером сразу же набрасываем листики. Вот единственное, что зеленый цвет здесь похож, конечно, на зеленку. Он не совсем натуральный, но тем не менее, если этот зеленый смешать с этим же красным, у нас получится грязно-зеленый оттенок, и он уже будет выглядеть довольно-таки живенько. А теперь я, как и говорила, кисточкой, смоченной в обезжиривателе, начинаем растушевывать нашу серединку. Растушевываем ровно до тех пор, сколько нам хочется. Можно оставлять какие-то прожилки, можно делать плавные переходы. Здесь уже зависит от вашего вкуса и от того, какой вы хотите получить конечный результат. Ну и, конечно же, многое будет зависеть от того, сколько времени вы потратите на эту растушевку. Чем больше вы дольше будете ее тушевать, тем плавнее получится ваш переход. Хотя, в принципе, это вот в таком вот огромном увеличении сильно видно, как эти переходы осуществляются. При нормальном размере, ну, как это выглядит вживую, все довольно-таки плавненько даже в таком виде. Как я говорила, для того, чтобы получить более живой оттенок зеленого цвета, добавляем в него немножечко красного.
теперь нам осталось все это безобразие прорисовать, хотя в принципе можно было и не прорисовывать, это даже в таком виде смотрится довольно интересно. Единственное, что необходимо украсить серединку цветочков, серединка соберет цветочки в кучку. Но я решила прорисовать, прорисовываем тоненькой кисточкой, тоненькими линиями, акварельку стараемся прорисовывать очень-очень тонко. Итак, вот такой вот дизайн у нас получился. Это второй дизайн из серии акварельных фломастеров. Предыдущий дизайн мы с вами на канале уже видели.